Ребята, всем привет. Примерно да вот так выглядит комплект поставки турбореактивного двигателя. Это, конечно, шок какой-то. Ну, я купил еще один движок, друзья. Не знаю, нафига оно мне было надо, но вот купил и теперь не знаю, куда использовать. Есть у меня одна просто гениальная идея. И в этом видео мы ее будем реализовывать. В общем, много у меня разных уже. И транспортные средства были на турбореактивной тяге, и самолеты, куча всего, всяких приколюх. Ну вот не хватает просто, просто не хватает мне вот этой вот вещи. И сегодня мы будем это делать. Такую штуковину. Именно с этим двигателем. Давайте посмотрим. Нет, он не новый, я его брал с рук, вы не думайте. Но он в очень хорошей комплектации. В общем, суть теории такова, что вот с этого сопла, это двигатель на 8 килограмм тяги, выходит примерно 15 киловатт энергии. И в принципе ее можно получить обратно. Например, в качестве электричества. Вот хочется попробовать сделать устройство, чтобы можно было пробовать получать. Движочек еще не запускал я, но надеюсь сработает. Чтобы продолжить, пришлось зайти в посудную лавку и прикупить вот такой замечательный чайник. Долго выбирал его, но вот что-то мне зашла эта круглая форма. Хочу использовать его в качестве бака. Двигатель будет устанавливаться как бы в середину. Здесь будет выхлоп. Естественно, нужно будет все поотрезать, чтобы этот чайник не напоминало. Хотя, кого я обманываю, скорее всего, все равно оно будет напоминать его. Но, тем не менее, решил делать из чайника. Здесь довольно-таки толстая нержавеющая сталь. Хочется сделать очень красивый девайс. Но, конечно, не хочется, чтобы на чайник было похоже, потому что это какие-то самоварные уже технологии. Ну ладно, посмотрим, что получится. Как раз таки будет очень интересно. Вообще, я очень часто захожу в такие магазины, ибо там с нержавейки просто могут роскошные вещи попадаться. Вот как я такое, например, сделаю сам. Я могу, конечно, но это нужно потратить очень много сил и энергии, делать какие-то формы, как-то потом там ротационно вытягивать и так далее. А так вот раз только взял, и готовая форма под сопло, роскошная причем. Да еще и толстенькая нержавейка. Кстати, толстенькую найти тяжело. Обычно она супер тонкая, а я пока что супер тонкая приваривать не научился качественно. Ох, девайс будет красивый, не знаю, может бесполезный, хотя я все-таки уверен, что найду ему применение. Но точно красивый, 100%. Ох, чувствую, веселый будет проект. Думал, он толстостенный. Потому что варить тонкую нержавейку очень трудно, но очень легко прожечь. Думал, хоть днище толстостенное будет, но оказалось, да, оно толстое. Тут, наверное, миллиметров 5 толщина. Но они, представляете, что научились делать? Вот здесь нержавейка, здесь тоже нержавейка, а вот там внутри алюминиевый наполнитель. Я, конечно, с этого просто офигел. Пилю-пилю, хоп, искры пропали. Ну, может, не алюминий, ну, короче говоря, что-то безыскровое там внутри, другой металл. Явно тик-сваркой я ничего не смогу здесь приварить. Пришлось вот так вот выпилить полностью днище. И сюда буду вваривать новое, уже из нержавейки. А потом, благо я нашел внутренний стакан уже почти готовый. Кстати, тоже от чайника. Буду его вот так вот сюда вваривать. И внутри должен будет отлично помещаться турбореактивный движок. Есть вот запас на сварочку. Ну, по идее, все должно получиться. Сделаю внутри, а если вдруг страшно получится, ну, ничего страшного, оно внутри все скроется. А здесь надо как-то постараться заварить аккуратно. Что не просто будет сделать. Воспользуюсь весьма высокоточным инструментом, чтобы вырезать кружочек.
Ох, не нравится мне эта затея. Скорее всего, будет очень тяжело привариться. Довольно-таки неплохой шов получился. Я ожидал, что будет хуже. Потому что нержавейка 0,2-0,3 мм толщиной всего лишь. А вот это я сделал из черного, потому что другого металла у меня нет. Нержавейка опять же сверхтонкая. Ну, не получилось бы приварить. Я и так пару раз прожег небольшие отверстия. Ну, а так в целом вроде бы норм. Надо бы что-то туда налить, типа керосина, и проверить на протечке. Проверю обезжирочкой, она быстро высыхает, если что. Ага, протечка есть одна. Вот в этом месте. Больше не видно. Надо понять, где она там есть, и подзаварить. Ну, можно сказать, что бачок наш готов. Здесь вот неплохая сварочка получилась. Довольно-таки мне нравится, аккуратненько. Ничего нигде не течет. Здесь немножко грубоватая. Ну, друзья, здесь сверхтонкий металл. И здесь был. Пришлось очень много наплавлять. Раз 5 дырочки маленькие появлялись. Приходилось их заваривать. Вот. Ну, а сейчас надо вот это безобразие, естественно, облагородить. Вот. И сделать крепление для движка. Вот этот движок. Снял сопло. Крутится восхитительно. Но я его до сих пор не запускал после покупки. Почему-то я верую, что он будет работать. Сделаю фланчик. Нашел кусочек нержавеечки. В принципе, по диаметру уже можно сказать, что подходящий. Надо сделать отверстие. Флянец. Ну, а потом уже сверху думать, как закрывать, какими соплами. Чтобы это был не просто турбореактивный двигатель, а средство 1000 назначений. Вот. Ну, а так нормас вроде бы. Все здесь помещается. Место есть. В общем, места не так много. Еле датчик температуры помещается. Ну, разместим. Вот такая штуковина будет, друзья. Штуковина, честно вам признаюсь, крайне необычная. Ой, опять вы меня захейтите. Зачем я это делаю? Господи, что за боль? Ладно, ребят, двигаемся дальше. Мне это очень интересно, потому я и делаю. Вы думаете, почему я это все делаю? Да мне даже просто интересно запускать эти движки и больше, честно говоря, ничего не делать. Так, ставим в станочек и обрабатываем. Хорошо, когда все кулачки подготовлены и есть различные варианты крепления. Вот эту штучку, например, удобнее всего будет закрепить на... Так, а чего оно не едет? На вот эти вот обратные кулачковые части. Во! И вперед резать нержавеечку. Нержавеечка всегда так пищит. Проверяю, как закручиваются винты. Соосно ли просверлил отверстие. Ну, я сделал их немножко больше, на полмиллиметра. Это облегчило задачу. Ну, вроде бы все закрутились. Нужно еще под датчик сделать отверстие. Либо несколько отверстий. Фланчик, за который он будет крепиться. Надо было датчик чуть в бок смещать. Угу. Не помещается. Так, все поместилось. Отлично. То есть у нас получается уже почти готовый двигатель с баком. То есть полуготовое такое вот устройство. Ну, не хватает у меня ингредиентов, чтобы двигаться дальше. Поэтому с этим видео пока все, друзья. Кому очень интересно посмотреть, что это будет за штуковина, подписывайтесь на канал. Не забывайте бить в колокол, ставить лайк. У меня на этом все, друзья. Всем пока. До новых встреч.